Всем привет! На оккупированные территории Донбасса пришел русский мир, а вслед за ним пришел и обычный для этого русского мира беспредел. Различных рабочих, которых прислали на Донбасс восстанавливать разрушенные войной города, стали банально кидать на зарплату. То есть их просто обманули, им не платят за сделанную работу. Ну а поскольку дело происходит в ЛДНР, то, как говорится, можно жаловаться хоть в ООН, хоть в Европейский суд по правам человека. Результат заранее известен. Поэтому люди прибегают к единственно доступному в данной ситуации для них способу. Они записывают душещипательные обращения к Путину, к российским властям с просьбой вернуть заработанные деньги. Например, в городе Счастье такое обращение записали рабочие Мосводоканала, которых прислали из России восстанавливать этот город и, конечно же, кинули. Ну а дальше мы можем посмотреть просто это обращение и порадоваться за российских освободителей. Мы, трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества Мосводоканал в Луганской области, города Счастье. Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью решения проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление Луганской Народной Республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования его заключить на условиях, оговоренных при нами, не были удовлетворены. Мы делаем с вами общее дело. Трудимся на благо людей. Просим вашего содействия. Ну и понятное дело, что если уж так относятся, собственно, к россиянам, то отношение к местным жителям, которые для России просто не люди или какие-то люди второго сорта, еще хуже. Понятное дело, что им тоже не платят. Например, в Мариуполе несколько дней продолжается забастовка работников местного водоканала. Это вообще уже скотство крайней степени. То есть россияне разрушили этот город, просто стерли большую часть Мариуполя с лица земли, нанесли ему страшные разрушения. А теперь еще издеваются над людьми. И те люди, которые остались, пытаются там что-то восстановить, даже их кидают на зарплату, им не выплачивают деньги. Эти люди тоже вот записывают такие видео и рассказывают о том, что сегодня в городе происходит. 10 августа техника стоит в водоканале, забастовка по поводу невыплаты заработных плат. Мы стоим на воротах, техника не выпускает, не выезжает. Ну, понятно, что эти люди жили в правовом демократическом государстве, они привыкли, что у них есть права, привыкли, что они могут бастовать, и они еще по старой привычке это делают, но в условиях русского мира ясно, как к этому будут относиться, и очевидно, что сейчас каких-то зачинщиков, самых недовольных, объявят агентами Украины, посадят на подвал, остальных запугают, словом, их просто загонят вот в это бесправие и рабство, в котором уже 8 лет живут жители Донецка, Луганска и тех районов Донбасса, которые Россия захватила еще в 2014. Но вы знаете, вот эти показательные эпизоды, что всего лишь несколько месяцев прошло, посмотрите, это ж не то, что там годы прошли, да, всего лишь только начало вот этого восстановления обещанного, да, и уже смотрите, какой беспредел происходит, уже всех кидают на бабки, уже все крадут, разворовывают. И понятно уже сейчас, глядя на это, что естественно не будет никакого восстановления Донбасса. Что планируется просто гигантский распил. Будет какой-то грабеж космических масштабов. Скидал вам всех, кого только можно, кто попадет в эту черную дыру, потому что там нет прав, нет судов, нет ничего. Всех кинут, кого можно, все обманут, все украдут, и в итоге останется этот несчастный, раздробленный, разбитый, разграбленный Донбасс, а российские чиновники скажут: да это ж все бандеровцы виноваты, мы ничего не знаем, мы все восстановили, как бы все, к нам никаких вопросов нет. И именно так и будет, и сегодня все это прекрасно знают. И противники России, и сторонники России, самое главное, что они это знают еще лучше нас. Поделитесь этим видео, друзья. Давайте распространять правду о происходящем там. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.